пути к стадиону мы наткнулись на магазин с программками. Ну и очень классно поболтали с владельцем. Я ему сказал, что дальше мы едем в Данди после сегодняшнего матча Хипс. И он сразу сказал: желаю вам оттуда уехать живыми. Всем привет! Вы смотрите «Взгляд с трибуны», и я продолжаю свое шотландское турне. Как вы можете увидеть, у меня за спиной два набора матч освещения, а это значит, что здесь два стадиона, и это может означать только одно. Я в Данди, где на стадионе Tannadice Park. Данди Юнайтед сегодня сыграет с Глазго Рейнджерс. Это будет матч открытия сезона в шотландской премьер-лиге. Я очень надеюсь, что фанаты Рейнджерс, их гостевой сектор будет на высоте. И также просто скрестив пальцы, жду, что и домашние фанаты смогут порадовать. Вы же заранее настраивайтесь на самый позитивный лад, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Пишите комментарии. Вы знаете, все это помогает продвижению моего контента и развитию канала. Ну и погнали! Нас ждет Данди Юнайтед против Рейнджерс. Будет интересно. Вообще Данди известен по нескольким причинам. Во-первых, здесь есть большой университет. Во-вторых, он известен тремя Джей. Первый — это джут, то есть это то, из чего делают канаты. Делали их на протяжении многих веков. Вторая Джей — это джем. Именно здесь изобрели тот самый знаменитый апельсиновый джем. Смотрели Паддингтона? Вот он именно им намазывал свои сэндвичи. Ну и третья Джей — это журналистика. Именно здесь находится огромное количество штаб-квартир различных печатных изданий. Вторая вещь, которую важно отметить, это то, что именно в Данди в 90-х компания, никому еще тогда особо неизвестная, Rockstar North, создала первую игру серии GTA, самой популярной, самой известной игровой серии. Ну и третий, конечно, факт о Данди — это то, что здесь находятся два клуба, Данди FC и Данди Юнайтед, чьи стадионы расположены всего лишь в 200 метрах друг от друга, и это абсолютный рекорд в Британии. На этом мой доклад о Данди окончен, и мы идем в пабы и на стадион. Путешествуя по Британии, конечно же, необходимо и попробовать проживание не просто в отелях, а в bed and breakfast стеях. Вот именно в Данди это для нас было идеальным вариантом. Вот такая комната, простите уже за бардак, немножко тут заселились, даже со своей раковиной, с телевизором, двумя кроватями, с завтраком. Обошлась там, да, дорого, что-то около 100 фунтов за ночь. Отсюда до стадиона минут 50 идти, да, далековато, опять же. Но что делать, зато посмотрим Данди. Из окна можно даже немного увидеть море. Где-то вот там далеко-далеко впереди есть кусочек воды. Ну, в общем, в целом, такой приятный старый дом, приятный владелец. Это Британия. Вот такие здесь кружки для чая стоят. Конечно, чайник есть. Очень приятный номер, очень приятный bed and breakfast. Лайк ставим, заполняем меню для завтрака. И идем в сторону стадиона. Вообще, если честно, Данди какое-то вот очень странное впечатление оставляет. Вроде мы идем по центру города, а людей вообще нет. Даже не просто на контрасте с Эдинбургом.
ладно бы это, но в общем и целом город какой-то вымерший, пустота. Я не знаю, чем это можно объяснить, но мне кажется, продавец программок из района Хибс, из Лейта в Эдинбурге был прав. Данди очень странный город, который оставляет очень неоднозначное, пока что непонятное впечатление. На предматчевую пинту мы заскочили в популярный среди фанатов Данди Юнайтед паб The Club Bar, который находится в каких-то там 7 минутах ходьбы от стадиона. И честно, меня он впечатлил, ну, во-первых, действительно приятный. Видите, какие-то шаржи, исторические фото, мозаики на окнах, на витражах. Много фанатов на цветах Данди Юнайтед, но что самое главное, здесь есть еще и фанаты Рейнджерс. И причем вот все вместе находятся в одном пабе. Более того, вот там дальше есть комната, где в принципе висят флаги Рейнджерс, где сидят фанаты Рейнджерс. Вот честно, я такого не ожидал, я такого не встречал, но вот здесь, в Данди, это есть. В паб заскочили, можно двигаться наконец-то к стадиону, благо еще и погода, наконец-то приятно. Час назад здесь дождь стеной был, задувал ветер и было прям очень-очень холодно. Кстати, вот это вообще большущий контраст. Здесь, в Шотландии, сейчас ну, 15-16 градусов. При том, что из Лондона я уезжал, там было 32, там была адская жара. И сейчас, в принципе, в Лондоне жара не хочет никак проходить. Здесь, наоборот, свежий воздух и, ну, местами кайф, когда не льет, кайф. А так, ну, в любом случае, можно немножечко остудиться. Действительно очень забавно. Ты подходишь к стадиону, вот Дэнс Парк, дом Данди футбол клуб. И дальше тут же Теннадайс Парк, уже Данди Юнайтед футбол клуб. Два стадиона, по сути, в одном кадре. Ну да, такого в Британии нигде нет. И, да, мне кажется, во всем мире только Париж вот недавно переплюнул, когда Пэрис FC обзавелся стадионом, ну вообще просто вот стена к стене с Парк де Пренс. Данди Юнайтед Клаб Шоп. Сразу у входа нас встречают дождевики. Ну, очень нужная вещь здесь, в Данди. Прикольные футболки, плавки, форма. Играют Данди Юнайтед в Эре. Вот оранжевый основной комплект, серый гостевой, стоит 60 фунтов с короткими рукавами, 62 с длинными. Микроскопический уголок ретро-одежды. Вот, я не знаю, какого сезона эта футболка. Вот, пони. Симпатичная. И есть, я так понимаю, еще белая версия. Сувенирка. Есть затычки для бутылок с вином, 5 фунтов. Киринги-открывашки по 4 фунта. Есть пины, стоят 5 фунтов, но что-то, конечно, качество очень мне не нравится. Есть вот Icon Badge, уже более качественный, но это просто посвященный победе в трофее, и тоже мне что-то как-то не очень нравится. Есть разные брелочки, стикеры, есть даже для дартов оперение. Ну вот, набор из 4 пинов уже прикольный. Есть и качественная эмблема, и шарф. Вот это уже прикольно. Стоит 13 фунтов набор, но 4 пина, это, мне кажется, многовато. Есть пара видов панамок. Вот такая черно-оранжевая, такая пестрая, с, мне кажется, это коллаж из разных футболок команды. Стоит панамка 20 фунтов. Здесь же какие-то прям коллекционные сувенирные бокалы за стеклом, 25 фунтов, хрусталь, есть и для шампанского, и для джина, и кошельки есть, вот этот, кстати, классный, прям в стиле тартана. Говоря о тартане, конечно, здесь есть и кепки с официальным Данди Юнайтед тартаном, стоит такая кепка 35 фунтов, есть и флэт-кэпы, стоят они уже 35 для взрослых, детские 22. Есть и игрушки, есть вот такие маскоты. Кстати, приятный такой мягкий маскот, 25 фунтов стоит. Футбольный мяч, трицератопс, 18 фунтов. Есть макеты стадиона а-ля Лего, стоят 40 фунтов. Есть вот такие качественные коустеры по 7 фунтов. Прям приятные из камня.
И, конечно же, тоже наборами продаются. Набор уже стоит 25, это 4 разных коустера. Немножко повседневной одежды, вот такие поло, которые, честно глядя на них, я бы сказал, что это сборная Нидерландов. Стоит 35 фунтов, ну, цвета, в принципе, да, довольно-таки голландские, оранжевый, черный. Ну и этот лев, не знаю, как у вас, а лично у меня прям стойкую ассоциацию со сборной Нидерландов, со сборной Голландии по футболу вызывает. Есть несколько видов кепок, шапки идут по 18 фунтов. Шарфы, ну, тоже вот, как будто бы сборная Голландии, но United. И на этом, в общем и целом, все. Честно, вот как-то вот значками я разочарован, но что есть, то есть. Придется брать, какой в наличии. Такие вертушки на стадионе. Пролезть, конечно, сюда непросто, но все возможно. И я внутри на Джордж Фокс стенд, это центральная трибуна стадиона, и сейчас идем смотреть матч. Вот так выглядит стадион. Приятная такая коробка. Что нравится, то что углы здесь тоже заполнены, здесь прям места. Это очень радует. Это значит, что акустика будет хорошая на Теннедайс парк. Главное, чтобы фанаты Данди не подкачали. Но я смотрю, там вроде и флаги у них есть. Ну, а где-то рядом со мной будут фаны Рейнджерс. Так что вообще в качестве суппорта я ни разу не сомневаюсь. Здесь будет огонь, здесь будет прям сверхвысокое качество. До матча 5 минут, и я смотрю, с воротка Рейнджерс уже готовят какой-то перформанс. Во-первых, 3 лицевика, красный, белый, синий. И, соответственно, в тех же блоках фаны подняли плашки с цветами, аналогичными цветами, на которых логотип клуба из Глазго изображен. Я думаю, сейчас будет красиво. Что интересно, что примечательно, фанаты из Глазго не только расположились за воротами, им отдали еще и всю вот ту центральную трибуну. Вот это все, это фанаты Рейнджерс. Пол стадиона. Команда выходит на поле, и тут же перв со стороны хозяев. Our colors stitched in history. Здесь Rangers отвечают We will follow you, Glasgow Rangers. В общем, хорошо, шумно, красиво. Вот теперь прям по кайфу. И все, матч начался. Вообще, по первым минутам, конечно, Рейнджерс очень хороши, точнее, их фанаты. Вообще нон-стоп шизят, не замолкают, слаженно поют, за что им, конечно же, огромный респект. Фаны Данди Юнайтед, ну, они, во-первых, очень далеко от меня, поэтому их плохо слышно. Ну и все-таки они не так монотонно, не так громко заряжают, но при этом, вот когда глазговианцы затихают, вот там какой-то шум, какие-то песни с того дальнего восточного угла стадиона все-таки долетают сюда, к нам, на противоположный угол. Данди Юнайтед был основан в 1909 году под названием, внимание,
Данди Хиберниан. Да, серьезно, Хиберниан. Ирландская община Данди решила пойти по стопам Эдинбурга и Глазго, и в 1909 году основала здесь свой клуб. И только в 1923 году команда обрела свое нынешнее название Данди Юнайтед. И под этим именем оранжевые, или черно-оранжевые, смогли завоевать один титул чемпиона Шотландии, случился это в сезоне 82-83, а также 2 Кубка Шотландии и 2 Кубка Шотландской лиги. Что примечательно, до конца 60-х команда продолжала играть в цветах Хибс, в бело-зеленых цветах, и в 67 году они отправились в турне по США под названием Dallas Tornado. Там они обрели оранжево-черные цвета и уже после этого перевезли их за океан и стали известны именно теми, кем они являются сейчас. Помимо чемпионства в сезоне 82-83 команда однажды вышла в финал Кубка УЕФА, но там проиграла шведскому Гетеборгу. Это случилось в сезоне 86-87. А также доходила до полуфинала Кубка европейских чемпионов. Там уступили Ювентусу. Не зазорно. Чем точно могут гордиться фанаты Данди Юнайтед, это тем, что в 4 встречах с Барселоной у них 100% результат, 4 победы. Ну, такого, мне кажется, ни у кого на международной арене против каталонцев нет. Очень интересное прозвище у фанатов Данди Юнайтед. Их называют The Arabs, ну или арабы. Да, серьезно. Но здесь нет никакой связи с какими-то владельцами, ничего такого. Просто дело в том, что в сезоне 62-63 выдалась очень холодная зима в Шотландии, и газон на Теннедайс Парк замерз настолько, что здесь просто невозможно было играть. Чтобы растопить поле перед матчем Кубка Шотландии, клуб арендовал тепловые пушки, а затем засыпал весь газон несколькими тоннами песка. То есть тем самым поле буквально превратилось в песчаную пустыню. Юнайтед адаптировался к песку намного лучше своих соперников и разгромили со счетом 3-0. Ну, а на следующий день местная пресса писала: игроки освоились на песке так, как будто они арабы в своей родной пустыне. Такие фразы всегда запоминаются, и прозвище плотнейше прилипло к болельщикам Данди Юнайтед. И, собственно, используется активнейше и сейчас. 1-0! Открывает счет Данди Юнайтед. Всеобщее ликование. Ну как всеобщее? Половина стадиона ликует, половина негодует. Ну и после того, как счет был открыт, затих гостевой сектор, а фаны Данди Юнайтед, наоборот, конечно, начали очень и очень громко и слаженно звучать. Теннедайс Парк — это такая классическая британская арена, олдскульная, вмещает порядка 14 200 зрителей. Видите, все трибуны плотнейшие, прилегают к полю, и акустика здесь отличная, все смотрится очень здорово, обзор, ну, мне кажется, идеальный с любого места, с любого сектора, нету отвратительных балок, отвратительных перекрытий. Красота. Мне очень нравится еще вот та дальняя мачта освещения. Вот прям вот как-то очень, очень приятно выглядит. Ну и говоря о мачтах освещения, вот сидишь здесь, а там сзади мачты освещения соседнего стадиона Данди FC. Вот так здесь выглядит зона кафе, кафетерия. Меню максимально такое скромное. Есть 4 вида пирогов с стейк and gravy. Ну, прям такая самая главная классика. Шотландский пирог, его я вчера ел на стадионе Хибс. Макарони пай, ну это, сказать, что-то интересное, видимо, мак and чиз, макароны с сыром. И хот-доги здесь тоже продают. И из напитков только горячие, да, кока-кола и прочие такие прохладительные напитки. Пива, конечно же, нет. Еще раз напомню, мы в Шотландии, поэтому берем Боврил, берем стейк and gravy пай,
отдаем за это 7 фунтов 10 пенсов и идем на сектор, чтобы все это с удовольствием употребить. Вот так выглядит steak and gravy pie. Пробуем. В принципе, такая хорошая, плотная шайба. Мне кажется, он перележал у них немножко, потому что внутри суховат. Не, неплохо. Хорошие куски мяса, все. Но немножко суховат. Но в общем и целом, ну, очень даже достойный пирог, я вам скажу. Мне кажется, сейчас еще... Да. Вся подлива просто ушла. А теперь отлично. Еще и фанаты Рейнджерс проснулись. Кайф. Начался второй тайм, и ситуация ничуть не изменилась. Снова громогласно звучат фаны Рейнджерс. Где-то вдали заряжают фаны Данди Юнайтед. Ну и в атаке Рейнджерс все так же без злобы. Рейнджерс сравняли счет. Что очень сильно режет слух, это то, что две грядки Рейнджерс, вот эта заворотка и вот та центральная трибуна, они поют абсолютно разные заряды, разные песни, ни разу не синхронизированные. И даже когда команда забила, все равно они как-то заряжали каждый свое, и это прям очень странно. Как бы уж могли бы договориться. Ну, понятно, здесь Ультра, здесь Union Bears, там все остальные болельщики. Но все равно, как бы, хоть какой-то синхрон должен быть. Учитесь, ребята, у поляков. Из всего моего шотландского тура именно билет на матч Данди Юнайтед против Рейнджерс был самым сложным, ну, потенциально самым сложным. Дело в том, что когда я пришел на билетный портал оранжевых, выяснилось, что билет купить могут только те, кто зарегистрирован на сайте, а зарегистрироваться нету вообще никакой возможности. Я решил позабрасывать удочки. Я, во-первых, написал в билетный отдел клуба со словами: «Здравствуйте, я граундхоппер, я влогер, очень хочу попасть на этот матч, что делать?» Ну и тут же еще написал своим друзьям,
в итоге, во-первых, спасибо Маше Макаровой и ее другу Алексу из Глазго. Смогли мне организовать билеты сюда. Обошлись они в 39 фунтов. Это, кстати, самые дорогие билеты из всех 3 матчей в Шотландии у меня. Ну и, что самое интересное, на следующий день из билетного отдела Dundee United мне написали, сказали: предоставьте свои данные, и мы для вас забронируем билеты. Так что удивительно, но можно было вполне себе легко сюда обилетиться при, казалось бы, изначально вообще безвыходной ситуации. В общем, спасибо друзьям, спасибо всем, кто смог помочь мне с покупкой билетов, ибо сегодня я действительно кайфую. Сегодня, не знаю, как вам, а по мне отличный матч и отличнейшая атмосфера. Если вам тоже все это нравится, лайки, пожалуйста, ставьте, не забывайте. Ну и пишите свои комментарии, что вы думаете о матче Dundee United Rangers. Сейчас Dundee United просто обязаны были выходить вперед, забивать второй. Я не понял, что сейчас творил нападающий. То ли он хотел перебросить через вратаря, но скиллов не хватило, то ли, ну, я не знаю. Объяснений у меня нету. 1-1 по-прежнему. И все, финальный свисток. 1-1, ничья в стартовом матче нового сезона чемпионата Шотландии. Ну, на этом, я думаю, можно с чистой совестью прощаться с домом Dundee United, с Tannadice Park, и закрывать наш поход на матч Dundee United и Rangers. Мне понравилось. Классный стадион, хорошая атмосфера. Я был рядом с фанатами Rangers, и звучали, и смотрелись фаны Rangers отличнейшие весь матч, причем что на заворотке, что на центре. Было действительно классно. Ставлю им стойкий лайк. Фаны хозяев, ну, были далековато от меня, но периодически их тоже было хорошо слышно. И ну, что те, что другие перед матчем отметили с перфом, что тоже не может не радовать. В общем, я максимально доволен сегодняшним походом на стадион, и я надеюсь, вам он тоже понравился. Если так, то не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, что вы думаете обо всем этом. Вся эта движуха, вся эта активность помогает продвижению моего контента и развитию канала. До встречи на стадионах Шотландии, ну и вообще всего остального мира. Впереди у меня Абердин Хартс, завтра уже там тоже будет очень зрелищно, очень ярко. Так что, чтобы ничего не пропустить, еще раз напомню, подписывайтесь на канал. До скорой встречи.